10 призраков домашних животных, снятых на камеру. Ой, ты мне скажи, у тебя домашнее животное это какое? У меня котик живет, красивый, знаешь, как собачку хочу. Я вот боюсь только за одно, что с этой породой, мне кажется, собачка может не ужиться. У меня этот британская вислоухая сторожевая, как она там называется, страшно, очень страшно. Мне даже дома порой страшно находиться, если корма ему не насыпал. Поэтому это очень, очень собачку хочется. Боюсь, правда, щеночка заведу, а он его обижать будет. Ты мне скажи, у тебя есть собачка, кошечка, хомячок? Ты напиши в комментариях. Может, хомячок там колесико крутит, еще что-нибудь, энергию вырабатывает, лампочку, чтобы... Нет? Сестра живет. Споры о том, есть ли бессмертная душа у животных, Что-то я посмотрел, я думал, это так дух собаки подбежал, я чуть с ума не сошел. Кстати, все собачки попадают в собачий рай, я знаю. Потому что они в другое место попадать не могут. Собачки и кошечки, они очень хорошие. идут уже не одну сотню лет. Точнее, многие на эту тему даже и не спорят, будучи уверенными, что душа есть только у человека. Остальные Так, ну, во-первых, я считаю, что все может быть. Вот сразу скажу. Так, мы сейчас с вами, как аналитики, будем все смотреть, где фэк, где не фейк. Сейчас нас не обмануть, потому что главные, как говорится, следователи Ютаба здесь на месте фиксируются. Значит так, смотрим, как всегда в комментариях пишем фейк, не фейк, потому что иной раз, знаете, проскакивает то, что вообще сложно объяснить. Но я считаю, если, как говорится, вот фантомы там какие-то человека есть, может и у собачек, у кошечек там тоже такое что-то есть. Как говорится, души животных. Возможно. живность — это твари неразумные, а значит и бездушные. Но так ли это? Мы привыкли чаще всего иметь дело с Нихера себе дальним поморгал. призраками людей, но существует много свидетельств о встрече с привидениями животных, а ведь оказывается, что они также могут быть видимы, ощутимы и проявляться на фото и на видео, ничем не отличаются от человеческих призраков, разве что формой. Верите ли вы в призраки животных? Пишите в комментариях под видео. И у нас 10 призраков домашних питомцев, снятых на камеру. Не, ну я верю, кстати. Наверное, это может быть. Ну, Это так видео чисто. было снято молодой семьей в 2012 году в Великобритании. На жутких кадрах призрачная фигура перемещается у пола в сторону камеры. По мнению автора этого видео, призрачная фигура напоминает Ну вот очертания видно. собаки. Удивительно, что молодую пару происходящее совсем не пугало, а даже наоборот, они уверены, что их пес восстал из мертвых, чтобы отпугнуть других духов. Слушайте, это, кстати, очень интересно. Вот одно дело, да, когда ты человека, если там силуэт видишь или еще что-то, ну, страшно, конечно, наверное, было бы. Слушайте, но вот мне кажется, духа как своего питомца, да, или силуэт увидеть, ну, который ушел, да, уже в мир, так скажем, иной, наверное, увидеть было бы, хм, не знаю, двоякое мнение. Но здесь, ребят, здесь это может быть все что угодно. Дымка, я не знаю, блик на камере. У нас на съемках тоже частенько такое, кстати, бывает. Где-то свет лег, может, на линзу, еще что-то. То есть, ну, все что угодно может быть. Может, кто, я не знаю, батя пьяный в туалете закрылся, покурил, дымочек вышел. Поэтому, ну, Давно такое. преследующих их дом. Это Они факт. утверждают, Факт. что фантомная фигура довела их детей до Да того, не. что им было страшно ложиться спать. 15-летний пес Марти скончался в 2011 году. Слушайте, ребята, у меня собачек не было, к сожалению, никогда. Ну, таких домашних. А сколько домашние вот именно собачки живут? Есть информация? У кого? У кого, может, по-любому у кого-нибудь были собачки дома? Сколько они? Наверное, как кошки, да, тоже лет 15-20 живут. Хотя, наверное, все по-разному. Наверное, тоже все какие-то породы есть, может, какие. Как ухаживать будешь? Я думаю, лет 20 тоже. Максимум.
К сожалению, Лет домашние 15. питомцы Первый живут факт. гораздо меньше, чем мы, и никто не знает об этом лучше, чем Эшли Лэнг, которая обожала своего пса. Но это не 10-15 лет. конец их истории. Даже после Напишите в смерти комментариях, собака по может, имени знаете. Вагнер сумела попрощаться с Эшли. Чисто из жизни вашей, вот, может, у кого-то была собака, сколько прожила, или до сих пор есть, может, какая-то долгожитель, пес какой-нибудь хороший, смотри какой. С самым удивительным Я очень маламута себе хочу. Ой, знаете, такого плюшевого. Я уже не первый год говорю, но я все равно заведу. Вот сейчас вот спортом начал заниматься. Вот хожу там по улице, это же сам Бог велел собачку с собой завести, как раз заниматься ей. У нас площадка есть недалеко, кстати, от дома, совсем на речке, где собачку можно выгуливать безопасно, там, чтобы никого она не погрызла, ни за сраку не укусила. Очень интересно, кстати. Ну, я думаю, все равно от породы зависит. образом. Ее золотистый ретривер Вагнер прожил с Ретривер. ней много лет, и они были неразлучны. Эшли всегда будет помнить времена, когда они веселились, бегали на перегонки или просто валялись в снегу. К сожалению, все заканчивается. Да Вагнер не баламут, балбес, маламут. Это как хаски, но только такая она, такая, знаешь, такая она... Ну, что тебе, показать маламута? Кто такой? Ой. Давай, ладно, покажу сейчас тебе. Вот ты не знаешь, кто такой маламут. Сейчас покажу. Очень маленькая она такая, она... как этот, как называют-то? Ну, маленький он, как знаешь, как этот, как, знаешь, такой мини-хаски. Сейчас покажу. Вот, пожалуйста, пожалуйста, мой хороший, вот тебе, только для тебя, мой щекастенький. Сейчас покажу. Сейчас вот, эть. Вот, смотри, маленький, хорошенький, будет у меня дома жить. Мне очень понравился сразу. Хороший, по-моему, очень милый. Лякой пятачок. Очень, вы знаете, это медведь. Сам-то медведь. Это маламут называется порода. Или этот, какой-то там, ну, маленький. Мне очень нравится. Очень нравится. Это пудель, да, пудель. исполнилось 12 лет, что для собаки является Маленький. человеческим эквивалентом Это просто старости. кажется на видео так. Вагнер умер, но Эшли решила почтить его память. Вагнера Бесславный кремировали, маламут, и да. Эшли решила развеять его пепел в парке, где они столько времени провели вместе. Она хотела, чтобы ее собака осталась в этом месте, где они оба любили отдыхать, играть и веселиться. Эшли приняла решение развеять прах Вагнера над поляной в парке. С ней были друзья, которые фотографировали этот момент, и в результате получилась такая фотография. Чего? Чего, подожди, собаку кремировали. Так, ну. Дальше она пепел развеивает. Когда Эшли развеивала пепел над полянкой, в воздухе возник очень четкий силуэт собаки. Возможно, это было Ой, просто ну я тебя совпадение, умоляю, но но- пепел приобрел силуэт собаки на долю секунды. Эшли была потрясена. Это фото напомнило ей, что даже смерть не может разделить нас с теми, кого мы любим и продолжаем. Это, знаете, вот второй вот этот вот фрагмент, это, естественно, фэк. Я так думаю, конечно. Но это, знаете, вот я вам сейчас скажу, это у кого какая фантазия. Это, помните, когда в детстве вот так вот сидишь с друзьями, с дурачками, только что крапиву палками это пинали, потом на небо вот так смотришь, глазки свои задираешь. О, смотри, пони, облако плывет, как будто это говорит, лошадка. Этот рядом дурачок рыжий говорит, нет, это писюн, смотри, он два яйца и головку он плывет. Ну, то есть у всех это здесь можно увидеть что угодно. То есть, как говорится, кто во что гораст. Мгм. Секунды. Эшли была потрясена. Это фото напомнило ей, что даже смерть не может разделить нас с теми, кого мы любим и продолжаем любить всем сердцем. Девушка-блогер рассказывает на камеру, что каждую ночь она слышит дыхание и вой своей собаки, которой уже нет в живых более года. Блогер, да?
эти блогеры, вот эти ваши, лучше бы бросили этой ерундой заниматься и пошли уже нормально работать. Гадости. Она установила Стримеры это не считаются. камеру видеонаблюдения напротив своей спальни, и то, что было зафиксировано, повергло ее в шок. На видео отчетливо виден фантом собаки, которая поднимается вверх по лестнице. Неудивительно, что эти кадры очень сильно напугали девушку. Житель маленького городка Слушайте, ну что-то похоже. Что-то больно похоже на настоящее. Не кажется вам? Так, следствие ведут знатоки. Ну-ка, подожди-ка. А ну-ка, сынок, еще разочек. Ну-ка, отмотай-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Че это ты? Подожди, очкастый, придумаешь сейчас тут. Напугаешь людей мне на ночь глядя. На 0,5 надо смотреть. Слушайте, ну... Что-то на какого-то мопса, что ли, похоже. Ну, что-то да, что-то такое проскочило. Вот 50 на 50 тут что-то такое. Больно правдоподобно что-то как-то выглядит. на видео отчетливо виден фантом собаки, которая То ли кто-то так явно монтировать жаловался на умеет. странные Так, посторонние ладно, шумы в четвертую доме, смотрим. особенно в ночное 50 на время. 50, тройка. Хозяин дома вызвал специалиста, который установил в доме камеры с инфракрасной подсветкой. Одна из них зафиксировала Специалист. этот странный момент. Мы видим, как призрачный кот появляется на камере, уходит и исчезает. Слушай, ну здесь прям... 11 октября Ну здесь просто наложение кадров идет. Ну алло, ну... Призрачный, блядь, кот. исчезает. Но это просто, это... это даже вообще 11 без октября комментариев. Факт. 2018 100%. года в интернет было выложено видео, снятое А, камерой да, сраку. видеонаблюдения во дворе в Ирландии. По словам автора Не, видео, не верю. это было снято ночью. Изначально 10 тысяч. Чего 10 тысяч? Чего? Чего 10 тысяч? О! Господи, спасибо. За 32 минуты 10 тысяч лайков. Ну, это вы как всегда. Выпьем за тебя, за тебя. Кто поставил лайк мне, блядь, на стрим, выпью за тебя. Чё Бог послал. Поехали дальше. кажется, что на видео Спасибо. оказался заснят кот-призрак. На видео поначалу ничего не Хардскептик, ну, происходит. больше да. Камера снимает пустой задний двор. Через некоторое время с левой стороны появляется на вид обычный светлой масти кот. Ну Он и чё? проходит до Но. невысокой ограды из Но. растений и останавливается. Но. Через несколько секунд кот принимает решение выйти за растения на большую часть двора и быстро исчезает, словно убегает в другое измерение. 11 тысяч. Автор видео не знает, какой именно кот был заснят на видео. Он говорит, что среди соседских котов есть один рыжего цвета, и может быть он и попал на видео, и в таком случае это не кот-призрак, а технический сбой камеры. Хотя автор говорит, что никогда на видео ничего подобного на своих камерах не замечал. Кроме того, исчезновение кота не происходит внезапно, что было бы логичным при сбое или особенности съемки камеры. Он словно поэтапно растворяется в пространстве. Сам автор видео в замешательстве. Еще один Значится так. Давайте расставим все точки над буквой и краткое. Значит так. Я сейчас задам всем один вопрос. И тем, кто меня любит, и хейтерам всем. Вот вы мне скажите. Вот вы, когда учитесь, работаете, а таких 158% в чате, или те, кто будет смотреть в повторе этот видеоролик, вот ты мне скажи, ты часто рассматриваешь записи с видеокамеры, а? Вот как кот исчезает. Ты, человек, который отработал 3 смены, мечтает только об одном. Не прийти, не посмотреть дома камеру, а знаете что? Правильно. Прийти и глазки свои в подушку уткнуть вот так вот и спать лечь спокойно. Или с девкой со своей гулять пойти, если ты студент. Или с другом дурачком, если ты еще лайк не поставил. Вот. Так что это все вот видно, когда, знаешь, вот заняться нечем. Вот сидят вот. Кот исчезнет, блядь, или нет? Вот он сразу исчезнет или не исчезнет? Коты — это жидкость, запомните. Они могут исчезнуть, они могут что угодно произойти с ними. Так что фэк, не верю.
Пользователь приметил в видео сраку. другую загадочную деталь. До того, как кот исчезает, Да. ветки дерева с правой стороны видео находятся в почти неподвижном состоянии. Но когда кот монтаж. исчезает, на ветке тут же налетает сильный порыв ветра. Мог ли этот порыв ветра прилететь из того Камера, все как я люблю, вы знаете. Ой, 21 год уже стукнул, а у нас все камеры 0,3 этих пикселей. Помните эти, как он, первый телефон Samsung, чи не Samsung был? Это Sony Ericsson, 0,3 пикселя. Улыбнись, говорит. А, хотя можешь не улыбаться, все равно один силуэт только виден нормально, и так сойдет. Вот, пожалуйста. Вот, вот, вот. И говорят уже 2158 год. Камеры никогда не меняются у людей. Такое ощущение, знаешь, один раз как воткнул ее, и все. И все сидят, смотрят это в 144 в приближении. Вот так вот, чтобы 3 квадрата вот таких вот было больших, и все. Говорит, кот исчез. Сосед смотрит, говорит, какой кот? Вообще ничего не вижу. Вижу только 3 квадрата. Пожалуйста. измерения, куда ушел кот? Данное видео снято в одном из домов США. В нем неоднократно снимали на видео паранормальную активность. На этот раз в кадр попало домашнее животное. Хозяева утверждают, что существо напоминало щенка. Самое интересное, что кот, который попал в кадр, вполне спокойно ведет себя при присутствии этого фантома. Что скажете? Обязательно напишите ваше мнение в Ну-ка, комментариях еще под разочек. видео. Стоп. Кот, во-первых, по-моему, посмотрел. 40-летний Тихо там! Ну подожди. Так, вот кот. Вот отсюда бежит неведомый поебень. Так, ну-ка еще разок мне. Да подожди. Да подожди, говорю. снимали на видео паранормальную активность. На Ага. этот раз в кадр попало домашнее животное. Хозяева утверждают, что существо напоминало щенка. Слушайте, ну он его глазами проводил, кстати. Может быть, кстати, ну не знаю, тут странно, что кот его глазами проводил. Потому что, говорят, коты видят эту карусель. Все. Может, мышка, да, кстати, пробежала. Самое интересное, что кот, который попал в кадр, Подожди, а ну-ка приближение. Ну-ка, смотрим еще раз. Да ёптись, тут такая камера, тут не поймешь, какие-то паранормальные явления. Это пыль пролетела, я не знаю, от кота. У меня такие паранормальные явления, если я его не вычесал как следует, он камеру поставь, у меня ночью такие шары катаются по квартире. Фэк! Не верю. Враки-каки. Или мышка Хер его знает, что для мышки большая больно. Мышка переросток. 40-летняя американка Кимберли Не верю. Пирс из Северной Каролины утверждает, что ей удалось запечатлеть на камеру призрак Ля, какой своей сидит. собаки породы кокер-спаниель Котя. Сэнди, которую пришлось усыпить. На представленном ролике действительно можно лицезреть загадочный, похожий на собаку фантом, который появляется из темной спальни и растворяется в воздухе сразу перед тем, как из того же Я, кстати, напомню, что собаки и кошки говорят, что вот это все видят. Всех вот этих вот духов, там, фантомов. Говорят. Это Сплинтер. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Эй! Тихо. Спасибо. Плей, спасибо. помещения выбегает щенок Белла. По словам Кимберли, 12-летнюю Сэдди пришлось усыпить неделю назад из-за тяжелой болезни. До настоящего момента хозяйка покойного спаниеля винила себя за то, что поступила так с питомцем. Однако теперь она уверена, что Сэдди ни в чем ее не винит. Фейк стопроцентный, видно прям перелом. Вот обратите внимание, перелом кадра идет. Смотрите вот. Ну, то есть я более-менее как-то немножко в этом сейчас разбираюсь. Все-таки там монтажи, не монтажи, вот эти вот. Смотри. Смотри. Видишь? Вот сейчас в замедленном, когда будет, обрати внимание, вот здесь вот. Прям перелом кадра идет. Смотри. Ляковый. 44-летняя Мишель Не верю. Клейтон Семерку говорит, не верю что вообще, утешалась, 100%. увидев призрак своего любимого питомца не так давно Ничего не получится. умершего. Склейка, На да. занавесках гостиной в собственном доме в Манитобе, Канада. Мишель изо
Ёб твою мать, если вот такого призрака увидишь ночью, вот тогда точно можно, пойдешь пописать, заодно и покакаешь. Всех сил пыталась примириться с потерей своего 6-летнего дога Уокли после его смерти, но очень по нему скучала, ведь они были так привязаны Охренеть. друг к другу. Уокли был для Мишель хорошим верным другом, с которым она проводила свое свободное время. Она даже похоронила его в саду, чтобы он всегда оставался рядом. Женщина рассказала, что когда увидела эту странную тень, то подумала об обмане глаз. А потом что-то щелкнуло у нее в голове, и она никак не могла поверить, насколько эта тень похожа на ее немецкого дога Уокли. Тогда она быстро сделала несколько фотографий. Мишель встала, отдернула шторы, и все изменилось. Она никого не увидела за окном, а потом и на вернувшихся на место шторах. Все происходящее заняло несколько секунд. Тело женщины немедленно покрылось мурашками. Несмотря на первоначальный шок, Мишель объяснила, что этот случай принес ей некий комфорт, поскольку показывает, что ее собака теперь всегда рядом с ней. Слушайте, ну здесь могло из-за стекла там любая тень упасть, я не знаю, от дерева, от какого-то стоящего предмета. Я вам сейчас такую жизу расскажу. Это просто жесть. На тему вот освещения и всего остального. У меня когда малой вот сейчас тут родился, вот причем второй, да, вот мой сын, нам подарили шарики. Короче, знаешь, как шарики сделаны? Внизу такая, как кирпичик такой привязан, и от него идет веревочка, и от него такие, знаешь, много шариков. Только-только, когда мы домой с роддома, я их забрал. Все хорошо, все окей. И я лег спать, потому что малой постоянно орал. Я лег спать не с супругой, а в старшего. Кровать, там здоровая кровать у него, там, на этом. На румтуре можешь посмотреть на нашем этом канале, на Hardplay, на этом. Значит, я в этой кровати защемал. И знаешь, короче, картина, я вот так сплю на этой кроватке. Там, если кто будет внимательно смотреть румтур, если пересматривать, вот где именно комната сына, там, короче, стекло такое ветровое, и оттуда постоянно свет идет с первого этажа, то есть как подсветка лестницы, там всего остального. Я, представляешь, такой, знаешь, такой щемлю, так мне хорошо, так вот все тут так вот. Я глаза открываю, я тебе отвечаю, там стоит, как, знаешь, помнишь, Пеннивайз с шариком. Бля. Ты понимаешь, я просто, я настолько очканул. Ты прикинь, вот эти вот шарики, знаешь, причем еще шарик такой вот, как вот из фильма из «Оно». И, короче, знаешь, такой силуэт. У меня так сердце ёкнуло, мне 33 года, я очканул так жестко. Это, понимаешь, это вот, это вообще, это настолько крипово и стрёмно, это вот на тему бликов, силуэтов и правильного освещения. Это просто трэш. Я говорю, я вот так вот просто лежу, знаешь, и мне просто стрёмно пошевелиться. Это было очень страшно. Прям вот реально очень страшно. Поэтому, ребят, блики могут от чего угодно падать. Так что как-то так. Ну, очканул, ну да, и что же я не человек. Есть такая тема. 2008 год. Ты мне в Задний рекомендованных двор попал. дома. Подписывайся. Дети играют и веселятся. Этот Так. призрак собаки появился во дворе возле батута. Видимо, тоже захотел попрыгать вместе с детьми. Родители решили поснимать своих Что это детей такое? на память о веселых временах. Но вдруг мы можем заметить, как на вот этом моменте в камеру попадает фантом, очень похожий на маленькую собаку. Возможно, та пришла, чтобы тоже повеселиться Вот с она, детьми. качество Что думаете камеры. об этом? Пишите в комментариях под Тише, видео. пассатижи. Ну Хитом чё это Ютуба такое-то? 2015 года стало видео, на котором два автомобиля на перегонке несутся по трассе на огромной скорости. Увлекшись гонкой, водители едва не сбивают собаку, перебегающую через дорогу. Однако абсолютно непонятно, откуда там появилось животное. Как видно в ролике, собака будто телепортировалась прямо на трассу. До того, как машины проехали, животное вообще не было видно на улице. Пользователи YouTube попытались понять, откуда же появилась собака. Большинство из них
них грешила на плохое качество съемки. Очевидно, собака побежала очень быстро, сразу после проехавшего автомобиля, и видео с низким разрешением не смогло зарегистрировать движение собаки, пока камера не остановилась. Привел свое предположение скептик. Другой зритель предположил, что видео и вовсе является подделкой, сделанной с помощью видеоредактора. А что думаете вы? А на этом у меня все. Че? Эм, Какие-то комментарии кто-то может оставить вообще? На улице. Пользователи YouTube попытались понять, Стоп, там тачки несутся, но она не могла промеж машин проскочить. откуда же появилась Монтаж? собака. Большинство из них грешило на плохое качество съемки. Стоп, Очевидно, смотри, собака несутся побежала тачки. очень быстро, сразу после проехавшего Но она между них, ну, никак не могла точно проскочить. автомобиля, и видео с низким разрешением не смогло зарегистрировать движение собаки, пока камера не остановилась. Привел Супра, свое что ли? предположение скептик. Другой зритель предположил, что видео и вовсе является подделкой, сделанной с помощью видеоредактора. А что Слушайте, ну думаете если вы? только монтаж. Да не, ну монтаж, ну она прям с центра дороги появляется. А на этом у меня все. Если вам понравилось это Наверно. видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь Слушайте, вот последнее интересное, ты тоже напиши в комментариях, что думаешь. Ну, третье, короче, на данный момент вот третье, и вот это последнее, ну, такое, под вопросом. Прям что-то я не понял вот этого, вот это вот последнее, то, что так в это, собачка-то появилась, что-то такое себе. Ребят, не забывайте тоже ставить лайк, подписываться на канал и в комментах там настрочите что-то странно. Странно. Надо, самые залайканные надо будет комментарии посмотреть. Даже интересно стало.